Привет, дорогие друзья! Я приветствую вас на моем канале. В этом видео я буду готовить торт медовик. Я выкладываю масло в сотейник с толстым дном и расплавляю его на огне. Аккуратно добавляем сахар, мед и яйца в сотейник. Следите, чтобы температура масла не превышала 60 градусов, иначе белок в яйцах может свернуться. Чтобы в готовом торте не ощущался привкус соды, ее необходимо погасить уксусом или лимонным соком. Подойдет любой уксус – яблочный, винный или обычный. Многие пекари ошибочно полагают, что мед обладает достаточной кислотностью для гашения соды в медовике и пренебрегают этим шагом, однако это неверно. Действительно, мед имеет кислую среду pH от 3,5 до 5,5, но эта кислотность может быть непостоянной и зависит от сорта меда. Не имея возможности точно замерить pH вашего меда, всегда существует риск, что сода не погасится полностью, оставив в торте неприятный привкус. Поэтому, чтобы гарантировать безупречный вкус медовика, рекомендуется всегда гасить соду уксусом или лимонным соком. На среднем огне, постоянно помешивая, доводим все ингредиенты до образования пены, как показано в видео. Аккуратно всыпаем всю предварительно просеянную муку в пенную массу. Сначала вымешиваем тесто лопаткой в сотейнике, а затем выкладываем его на рабочую поверхность и месим руками до однородности. Раскатываем тесто в длинную колбаску, затем делим ее на 9 равных частей. Из каждой части теста скатываем шарик, оставляем шарики на поверхности при комнатной температуре и не накрываем их пленкой. Далее раскатываем каждый шарик теста в тонкий корж. Рекомендую делать это сразу на пергаментной бумаге, чтобы потом без труда перенести коржи на противень. Из каждого коржа вырезаем круг диаметром 24 см. Для этого можно использовать форму для выпечки, крышку от сковородки или кастрюли. Оставшееся тесто не выбрасываем, оно пригодится для приготовления крошки. Если теста для одного коржа не хватает, его можно просто доклеить руками. Накалываем коржи вилкой, чтобы они не вздулись при выпечке. Осторожно переношу коржи вместе с пергаментной бумагой, на которой они были сформированы, на противень. Отправляю противень в разогретую духовку. Выпекаю одновременно по 4 коржа, чтобы оптимизировать время приготовления. Готовим крем. В чашу миксера выливаем холодные сливки и взбиваем до устойчивых пиков. Добавляем сметану. Если сметана жидкая, то заранее ее отцеживаем. Добавляем стабилизатор для сливок. Вливаем сгущенное молоко невареное и взбиваем до однородной массы.
Измельчаем обрезки коржей в крошку с помощью скалки. Если крошки получилось недостаточно, измельчите еще один корж или используйте любое песочное печенье желтого цвета. Собираем торт. На подложку для торта выкладываем ложку-две крема. Это делается для того, чтобы торт не скользил по подложке. Сверху выкладываем первый корж. Каждый корж промазываем кремом, а оставшимся кремом обмазываем бока торта. Заворачиваем торт в пищевую пленку. Плотно прижимаем пленку к поверхности торта, чтобы она не отклеивалась. Сверху зажимаем торт кулинарным кольцом, если оно есть. Это поможет сохранить форму торта. Ставим торт в холодильник минимум на 6-7 часов, а лучше на ночь. За это время торт хорошо пропитается кремом, а крем полностью застынет. Достаем пропитанный торт из холодильника и посыпаем его крошкой. Готовим декор пчелиные соты, чтобы сделать торт более праздничным. Берем пузырчатую пленку для упаковки. Протираем ее спиртом для обезжиривания. На паровой бане растапливаем белый шоколад. Добавляем немного коричневого красителя, чтобы шоколад стал похож на цвет пчелиных сот. Выливаем растопленный шоколад на пузырчатую пленку, равномерно распределяя его по поверхности. Отправляем шоколад в морозильник на несколько минут, чтобы он застыл. Аккуратно отделяем застывший шоколад от пленки. Получается сетка из шоколадных сот. Для декора пчелки нам понадобятся конфеты арахис в шоколаде, лепестки миндаля, белый шоколад, желтый пищевой краситель, кондитерский мешок. Окрашиваем белый шоколад желтым красителем. С помощью кондитерского мешка на конфетах рисуем полоски, ротики, глазки пчелок. Приклеиваем к шоколаду лепестки миндаля, имитируя крылышки пчелок. Для декора торта можно добавить живые цветы. Я использую анютины глазки, но перед использованием их нужно обязательно хорошо вымыть. Торт получается просто божественным, хорошо пропитанный, коржи влажные и нежные, легко режется и тает во рту с насыщенным медовым ароматом. Он обязательно понравится всем вашим близким. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Не забудьте поделиться им с друзьями, поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые кулинарные идеи. Пока!